информацию, почему мы здесь. Существует гигантское количество миров. Эти миры создаются творцами. То есть каждый человек, он наделен определенным творением, способностью творить. Поэтому мы как бы по образу и подобию Божьему. Потому что такое Бог? Бог — это творец. Это тот, кто создает миры. И таких миров гигантское количество. Есть очень мощные атманы, которые наработали очень мощную осмысленность, которые соприкасаются с божественным, с определенным, то есть со смыслом своего существования. И в одном из атманов мы пребываем, то есть демиург этой реальности, он же чистилище. Он очищает нас. То есть его божественность заключается в том, что он очищает нас. То есть он создает такую комбинацию давления на нас, чтобы то, из-за чего мы не можем быть творцами, мы бы освобождались от этого. Понимаете? И вот тот мир, который вы видите вокруг себя, это все творение одного единственного демиурга. И мы внутри него, внутри Бога, так скажем. Он Бог этого мира, он демиург. Но, естественно, есть более высшие как бы воплощения. И впоследствии, когда ты нарабатываешь свою силу осмысленности, ты можешь воплощаться в разных мирах по определенной вибрации. На высших слоях, на низших слоях. В зависимости от той силы осмысленности, которой ты обладаешь. И мы нарабатываем здесь определенную силу осмысленности. Если вы посмотрите на какого-то определенного человека, ну вот просто встретившись, вы можете задаться, насколько человек осмысленный, насколько он способен себя воплотить, да? Если убрать, допустим, все, что его формирует, вот как бы окружающая действительность, если это убрать, насколько он способен сотворить мир, хотя бы для самого себя. Вот, и отсюда, то есть мы приходим для того, чтобы освободиться от определенной болезни. И болезнь — это и есть судьба. Судьба — это твоя болезнь, это то, чем ты болен. У Светлова, у него одна судьба. У него судьба освободиться от ощущения справедливости, несправедливости. У Ивана, допустим, другая судьба. У него болезнь перестать хотеть переиграть прошлое. Он бесконечно играет в одни и те же игрушки, как в казино, который человек приходит, делает ставку, и каждый раз ему кажется, что вот он знал, как поставить правильно, но что-то не послушал себя и поставил. А вот в следующий-то раз я выиграю. И он бесконечно играет вот в этом казино. Бесконечно он играет в этом казино. У Светлова бесконечная игра в справедливое и несправедливое. И так далее. И, соответственно, та реальность, в которой мы существуем, она не является демонической, она является чистилищем. То есть под вас подбирают определенные воздействия, которые может вас освободить. Но чтобы включиться вот в эту осмысленность взаимодействия, что с вами происходит, вы должны, грубо говоря, начинать определенные практики, магические практики. Они основаны на осмысленности. Что со мной происходит, почему это происходит, какое воздействие, что жизнь мне хочет сказать или что хочет сделать. И дальше ты начинаешь общаться. Общаться вот с той структурой, в которой ты внутри живешь и которую ты ощущаешь. Вот. А люди, которые считают, грубо говоря, что можно каким-то образом здесь смухлевать и не наработать силу своей осмысленности, они глубоко ошибаются. По одной простой причине, что перед тем, как потерять свою самоосознанность окончательно, они попадут в ад. Вот и все. Ад, что такое ад? Ад — это Бордо, то есть это одно и то же место. Где находится рай, там же находится и ад. И все будет зависеть от того восприятия, в котором ты будешь находиться. Если ты туда притащишь своих паразитов, то райское место превратится в ад, и эти паразиты будут пожирать твою реальность. Вот и все. Вместо того, чтобы очищаться и чувствовать что-то божественное в себе, ты будешь чувствовать этих паразитов. Вот. То есть вот такая как бы структура, я в ней уверен. И помогает, чтобы все это осмысливать, проходить, осмысленность нарабатывать, помогают определенные практики, очень мощные практики, но прежде всего медитация. Вообще человек, который не умеет работать с внутренним своим сенситивным восприятием мира, он практически инвалид. Вот. Это в большинстве своем программа. Здесь есть огромное количество действительно людей-программ. Но это отдельная тема, я о ней говорил, рассказывал, так что не нужно постоянно думать, что все вот как бы являются людьми. Человек, он включен в себя, в свою силу восприятия, вот, допустим, программа, она включена в социум. То есть программа берет свою силу из социума, а человек берет силу из своего внутреннего погружения в самого себя. Вот в этом одно из больших отличий вообще. Так, давайте я